Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Модели. Меня зовут Павел. Мы сегодня пройдемся по новинкам нашего магазина. Нас порадовала в очередной раз компания «Звезда». Недавно мы обозревали модели в 35-м масштабе. Ну вот и постучался в наши двери вот такая вот новинка. Это советский тяжелый танк Т-35 в 72-м масштабе. Артикул 5061. Что хочется сказать, ну, продолжает «Звезда» делать в 72-м масштабе. Новая модель очень интересного танка, потому что есть большое количество людей, собирающих в 72-м масштабе. Я думаю, что они этому очень сильно обрадуются. Вот такая интереснейшая новинка. Ну, а сейчас мы заглянем в коробку, посмотрим, что у нас внутри. Вот. Здесь мы видим на лицевой части коробки непосредственно Т-35, отмытый, отшкуренный, открашенный, с командиром танка, отдающим честь. Вот. Затем мы переворачиваем коробочку, ну и здесь, естественно, модель, как она выглядит в сером пластике. Также геометрические размеры. Вот. Ну и быстренько мы заглянем, что у нас находится в коробке. Начнем мы, как всегда, с инструкции. Инструкция в виде вот такой вот распашоночки. Здесь ничего нового, только порядок сборки. Единственное, что в последнее время в 72-м масштабе компания не дает перечисления по литниковым рамкам. Я считаю, что это как бы может упущение, но может это самое так надо, может быть. Вот такая вот цветная вклеечка, чтобы было просто удобнее понимать, как выглядит танк покрашенный. Вот. Ну и с элементами нанесения декалей. Вот непосредственно сами декальки. Ну, понятно, два варианта. Номерных знаков никаких нету, просто звезда. Вот такой вот тактический единичка в белом квадратике. Ну и вот такой танк вот с такими обозначениями. Вот куда принадлежат, к какой части. Здесь ничего этого не написано. Ну, Т-35. Все. Вот. Так, здесь у нас ванна корпуса. Ну, литье, мы сами понимаем, оно у компании «Звезда» сейчас на высоте. Вот такая вот ванна корпуса. Пошли башни. Башня, обратите внимание, с наваренной звездой сверху. Немного, но такие танки были. Дана поручневая антенна. Единственное, что очень аккуратно надо будет ее срезать, потому что, чтобы не повредить и не надломить. Потому что это будет очень сложно подклеивать. И в этом будет трудность. Поэтому нужно очень аккуратно и не торопясь это как бы сделать. Несколько этапов. Это у нас двойные литники. Здесь у нас маленькие башенки. И также уже пошли элементы гусениц. Гусеницы даны с небольшими изгибами. Вот это верхняя часть. Это нижняя. Нижняя абсолютно прямая. А верхние имеют небольшой изгиб. То есть, соответственно, их можно будет положить на поддерживающие ролики. Ну, традиционно так «Звезда» делает и в 35-м масштабе, поэтому здесь у нас ничего удивительного нету. Бортовые экраны, верхняя часть корпуса, надмоторная рама, вентиляционный кожух, троса. Все это присутствует на своих местах. Опять же, здесь большое количество заклепок. Они все сделаны. Конечно, они в 72-м масштабе еле различимы, но тем не менее, вот я пальцем провожу, они реально есть. Но это большой плюс, это очень хорошее, четкое, тонкое изготовление пресс-формы. Браво, компания «Звезда». Вот, также здесь маски орудий. Ну, орудие, естественно, это у нас это самое нужно будет рассверлить. Вот. Ну, а дальше пошло элементы ходовой части, различные амортизаторы, пружины, успокоители, так называемые, и также опорные катки. Вот такая вот. Так что, в принципе, все ожидаемо.
Хорошая модель в 72 масштабе. Я думаю, что те, кто собирает модель в 72 масштабе, обязательно возьмут. Все-таки Т-35 машина очень необычная, интересная. Главное то, что воевавшая. И немного было многобашенных танков вообще в истории. Я думаю, что такой экземпляр должен быть у любителя военной техники, потому что все-таки это целая танковая эпоха. Вот, уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрели новинку от компании «Звезда» в 72 масштабе. Это танк, советский тяжелый танк, ну его еще называли танк прорыва, Т-35. Такая интересная машина. Нету таких машин в 72 масштабе. Это первая. До этого была машина Т-35 был в 100 масштабе. Теперь в 72-м. Большое спасибо компании «Звезда» за то, что продолжает в различных масштабах радовать нас новинками и отечественной бронетехники. И также и в 72 масштабе, в различных масштабах. За это ей огромное спасибо. Ждем новых поступлений, новинок от компании «Звезда». Ну, а моделистам хочется посоветовать приходить в наши магазины, покупать эти новинки, и чтобы они радовали ваших гостей и вас самих своим видом, в собранном виде, на полке среди вашей коллекции. Это был Павел, Мир моделей. До новых встреч!